Всем привет, друзья! Приветствую вас на моем влоге Алекс 404 влоге. Это теперь влог. Соответственно, здесь все про мои хобби и увлечения. Сегодня у нас воскресенье, 10 утра. Решил я сделать небольшой велотурчик. Ну как решил, это прямо у меня по расписанию. Каждые выходные стоит в плане минимум 60 километров за 2 дня, по 30 в день. И без максимума, в целом около 100 желательно. Скажем так, почему я выехал на велосипеде, объяснять не надо, потому что я люблю велосипед, потому что это доставляет мне удовольствие, и я по-любому бы ехал, несмотря на погоду, самочувствие, настроение, я бы все равно выехал и поехал. Скажем так, еще раз второй, что и имеет смысл рассказать, почему я и выбрал вот это направление, почему я поехал сюда. Только что проезжал мимо, наблюдал сцену, девушка вышла, женщина, на трассе забирать кота. Я даже сначала не рассмотрел, что именно, видно, что кого-то переехала машина здесь на трассе постоянно, или домашние животные, или дикие животные переехали, лежат у обочины. А тут она прямо в перчатках, смотрю, переходит дорогу. Вызывает, только потом я увидел, что это кот. Тут вот дома, явно их кот. Да, печальная история, поэтому я зарекся, никаких домашних животных. Никогда. Это направление я выбрал по 3 причинам. Во-первых, и сразу же их забыл. Во-первых, я хочу разведать эту сторону дороги. То есть я всегда в сторону Штрайзунда, туда, ближайший наш город, как он, в 40 километрах от нас, всегда ездил по левую сторону от трассы. А в этот раз хочу поехать по правую сторону. Там тоже, я там один раз ездил, там шикарные места, шикарные виды, и вообще нету ни машин, ни движения. Я не понимаю, почему я всегда ездил с левой стороны, хотя там надо было искать блокады, бежать кругалями. Раз. Во-вторых, потому что второй день дует восточный ветер. Серьезный, такой себе, прямо чисто восточный. Поэтому надо распределить маршрут так, чтобы туда, к цели, ехать против ветра, потому что ты еще свеж и полон сил, а обратно по ветру. Поэтому я сейчас еду в сторону Штрайзунга, думал до Штрайзунга 40 и 40-80 навернуть сегодня, но у нас гости, и я пообещал, что мы будем грилить. Соответственно, мне надо через 3 часа вернуться домой, к часу дня. Поэтому Штрайзунг отменяется, но разведать эту сторону правую вполне можно. Я выписал координаты тайника, до него 25 километров в эту сторону по этой дороге, в этом направлении. И туда-сюда получится полтинник, как раз должен быть через пару часов дома. Это было 2, и 3. Сегодня есть фломарт, машинный рынок на Ростоке, я мог бы поехать туда, но, во-первых, ветер, я буду на обратной дороге ехать против ветра, и что-то совсем не хочется. Во-вторых, я уже последнее время, я это каждый раз говорю, но вот сейчас прямо вылез со всех бюджетов, и на фломарте, как правило, я покупал что-либо, чисто, это, как правило, то, что я слышал, то, что я знаю, но не то, что я активно слушаю сейчас. То есть, например, когда-то мне нравилась Мадонна или там Nickelback, и я такой, вот они есть, потому что другого ничего нету. И я их покупаю. А сейчас, последнюю неделю, я в eBay, в интернете закупился плотно именно того, что я слушаю активно. Об этом расскажу дальше. Соответственно, ехать на фломарт, на блошиный рынок сегодня и покупать там что-то, тратить деньги. То есть я бы, конечно, купил бы и что-то в коллекцию, но тратить деньги на что-то не очень нужное и актуальное нету смысла, потому что, повторюсь, я затарился в интернете актуальным. Вот такие вот 3 причины, друзья, почему я еду в этом направлении. Хотя вы понятия не имеете в каком. Просто для справки, для информации. Заметили вы или нет, теперь это мой канал. Не просто YouTube канал, а видеовлог. Посмотрел я тут уже серьезно, прямо серьезные рекомендации
создания и ведения YouTube канала, чтобы его хоть кто-то смотрел, а не эти 20 просмотров. И понял, что мой канал даже ты уже как бы не исправишь. То есть он загублен навсегда. Я все делал абсолютно неправильно, не то и не так. И я прямо сейчас уже знаю, что именно. И нету смысла его сейчас как-либо исправлять, потому что, опять же, две причины. Это тот анекдот, помните? У тебя есть два пути. Во-первых, мне нравится то, что я делаю. Я не хочу забрасывать, я не хочу с этим заморачиваться прям. Потому что, ну, я не собираюсь деньги зарабатывать велосипедом или коллекционированием компакт-дисков. Я не собираюсь в это очень глубоко закапываться. Соответственно, это все остается на поверхностном уровне, на любительском. И нету смысла как бы посвящать этому канал, серьезно заморачиваться серьезным, правильным созданием видео, превьюшек, звука, цвета, всего на свете. Потому что нету на это времени, желания и нету смысла. Потому что я не вижу себя дальше в этом, именно в плане зарабатывания денег и всего остального. Это вот то, что я просто делаю в свободное время с большим-большим удовольствием. И мне хочется этим делиться с миром. Поэтому это все я дальше буду делать в таком же режиме, как это все было до этого. Только теперь это все будет называться влог. Алекс 404 влог, его влог, видео-влог. Я буду здесь в таком вот режимом лайт, как это сказать-то, интерактивном онлайн режиме. Короче, вот я еду и показываю, я что-то, у меня мысли в голове появляются, я их озвучиваю без никаких причесываний там и так далее. Ехал с трассы, возле трассы ехал, там ветер встречный, машины ни черта не слышно наверняка. Освежу, еду искать тайник, всего должно получиться 50 километров. Не поехал сегодня на блошиный рынок, потому что уже достаточно накупил и дисков, и пластинок. Плюс ветер сегодня восточный. Соответственно, я распланировал так маршрут, чтобы туда ветер был встречный, а обратно попутный. На работу короткая неделя, всего 4 дня, из которых я один еще буду отсутствовать, потому что у меня термин к зубному, с больничным прямо. Там сейчас у меня серьезные процедуры. Прямо они мне дадут больничный целый день, соответственно, я буду работать на этой неделе только 3 дня. А потом мы с Эмили должны ехать в пятницу на концерт. Не знаю, поедет Эмили или нет. Если нет, то я один поеду. Дальше в субботу мне надо с утра пойти к бабке поработать. Не знаю, во сколько я с концерта приеду, потому что он в Гамбурге и начинается только в 8 вечера. То есть я под утро, наверное, приеду. И утром мне надо к бабке идти работать. И потом у Ируси день рождения в субботу. И вечером в ресторан. Там у моря. В общем, программа «Будь здоров». Дальше хотел заказать еще 3-ю цепь на этот велосипед. Я сейчас езжу 2 цепи, но в идеале надо в 3 цепи ездить. Но что-то не нашел того вот этого предложения нормального по цене. Нашел только сейчас все, что получается. Где-то 42 евро вместе с доставкой за цепь. Как-то дороговато получится. Только на цепи, если 3 цепи по 40 евро, только 120 евро только на одни цепи. Я потом вспомнил, что у меня есть подарочный сертификат, гудшайн на 20 евро в наш местный веломагазин Ремездам как-то. И думаю, зайду, спрошу, сколько у него. То есть у него понятно, что все в 2 раза дороже, чем онлайн. Но так как у меня есть этот сертификат на 20 евро, то минус 20 евро получается. Вполне возможно, плюс за доставку не надо платить, что в сумме получится дешевле, чем в интернете покупать. Потому что что-то как-то притомили меня эти цены. А 3-ю цепь надо, потому что я в 2, столько, сколько я езжу, скоро сотру кассету. И тогда я попаду на большие деньги все это менять. А в 3 цепи я смогу ездить, ну не знаю, ну лет 5 это точно. 1000, наверное,
блин, 50, наверное. Потому что сейчас я проехал, кстати, в этом году, я к тому, что я много езжу, я уже сейчас, на сегодняшний день, проехал 3500 километров в этом году. А у меня еще в запасе 3 месяца. Ну, короче, езжу я каждый год все больше и больше. Надо 3-я цепь. Вот такие вот планы, друзья, на эту неделю. Да, и теперь стоит вопрос, как мне в этот магазин попасть, потому что он в Рыбнице, я в Дамгартен, там вроде бы 5 километров между. Но учитывая, что я домой приезжаю в 5 часов вечера, а уезжаю в 4:30 утра, вопрос, как попасть туда. И я езжу на поездах. А если я выйду на Рыбниц-Дамгартен, то мне непонятно чем добраться до дома надо. Если я схожу быстро в магазин после работы, выйду на остановку раньше. В общем, не все так просто. Надо как-то и Русю подпрягать, чтобы она меня, получается, вернулась еще раз. То есть она приедет, она раньше чуть-чуть приезжает с работы и уже будет дома. И еще раз оделась, собралась и поехала, меня забрала. В общем, все это непросто. И учитывая то, что это может быть все в холостую, потому что, скорее всего, в магазине нашем таких цепей нету, хотя мало ли. Так, что у нас тут так узко? Еду без навигации вообще, пока куда глаза глядят. Петровка, в которой я сейчас, ну просто мега. Я прямо доволен, как слон. Сколько я мучился годами. Ездил непонятно в чем. То жарко, то холодно. Вот она, тонюсенькая просто. Просто чуть-чуть подороже и фирменную взять, а не на тему. И вуаля, и вопрос решен. Просто на 45 евро стоил. Сейчас градусов 13-12. Не холодно, не жарко. Блин, идеальный вообще вариант. Сколько я лет мучился, чтобы вот к этому прийти. Прямо доволен, мега. Фирма Вауду. Не знаю, как правильно читается, но это, по-моему, шведы, они, или Денмарк, или датчане. Что-то оттуда, или Норвегия. Короче, вот эти 3 скандинавских стран, какая-то из них. И производитель вот эта вот фирма. Бомба, просто бомба. Просто я рекомендую. Я прямо как вот совсем другой квалитет, качество велопокатух сейчас. Вот, потому что раньше, блин, было какая-то фигня. Жарко, оденешь курточку, жарко, разденешься, мерзнешь. Постоянно такая фигня была. Представляете? Где там выключается? Все, друзья, у меня теперь не YouTube канал, а YouTube влог. Я теперь официально могу болтать, ничего не заморачиваться, ни на какую склейку, сценарий, вовлеченность, похеру. Просто теперь вот влог. Я еду и рассказываю то, что вижу, и заезжаю в какой-то тупик. Зачем мне здесь тупик, друзья? Мне не нужен здесь тупик. Дайте мне дорогу. Проснулся фотограф. Я проезжаю мимо чего-то и потом такой, о, а там же можно было сфотографировать. Ну, вообще вот Инстаграм, не знаю, мне и Фейсбук временами нравится, но временами я его ненавижу, потому что он меня куда-то задвигает, никто не читает, никакого нету контакта с аудиторией. Другое дело Инстаграм, но в Инстаграме хочется поболтать, от этого нету. Короче, вот такой вот комбайн, друзья, я его сейчас хочу сфотографировать. Не получится прямо так сфотографировать, потому что он стоит внутри, и вокруг него всякая разная фигня, и это прямо не получится того идеального кадра. Вот даже вот отсюда уже вот этот столб ржавый мешает. Я пока комбайн фотографировал, нарисовался дядька какой-то в соседнем дворе и сукоризненно смотрит на меня. Типа, ты что там, фотографируешь на русском болтаешь и фотографируешь мой комбайн. Ты, походу, шпион. Я говорю, блин,
без попутал, я просто пару фотографий. Можно, не? Да, конечно. Ну, господи, старый комбайн. Ну вот. Мало ли, с какой целью я фотографирую. Все правильно, бдительность нужна. Я бы тоже, если бы это мое было, я бы тоже такой, что там вверх лазишь, что ты снимаешь. Все правильно. Да, и в этом плане, возвращаясь к вашей теме, Инстаграм мне нравится больше, когда ты просто, ну, как бы запостил фотографию, и тебе она кажется хорошая, интересная, тебе ее просто залайкали, пролайкали, и как бы и все, и ты получил свое внимание. В Фейсбуке ты вот что-то, тебе кажется, блин, вот это интересно вообще, а выставишь, а реакции ноль. И, короче, они под разные заточены, эти площадки. Суть не в этом, ну иногда хочется просто каких-то красивых кадров. Вот это направление, то, что я говорил, в сторону Штрайзенда. Вообще красота, ни машин, одни поля, деревушки, все так аутентично, класс. Ветер встречный, но терпимый еще, но он все усиливается, к обеду будет сильнее. Да, напрашивается вопрос, если есть влог, то должен быть и основной YouTube канал. Как бы, а влог обязывает его иметь. Да, будет, друзья. И он будет полностью посвящен освоению, обучению, татуированию. Этот будет основной канал, только об этом. И ничего другого, ничего лишнего. Все остальное будет на этом канале. И тот канал стартанет, как только я куплю первое оборудование для этого. То есть я собираюсь организовать свой тату-салон домашний, приватный, чисто для меня, для тренировок, у себя на чердаке, дома на чердаке. Для этого мне надо туда купить профессиональный столик, стульчик и свет, машинку, краски, ну, короче, расходники все, и искусственную кожу. Вот это я все куплю. И первое видео будет распаковка этого всего. Второе видео установка на чердак этого всего. Оно еще должно залезть туда, то есть там вход как бы узкий. Все надо продумать, промерить. И третье видео уже первое татуирование по искусственной коже. Вот такой вот план, друзья. А пока что этот влог. И все здесь по-старому и по-прежнему останется и остается. Что не рассказать все то, что я только что рассказывал, только вот здесь, вот в лесу, где тишь, да благодать. Никаких машин, ветра. Что я из последнего прикупил из компакта без винила. Во-первых, я созрел таки купить русского винила. У меня пока что только Джокер из русского винила. Алиса. Крутился я в eBay вокруг этого лота уже давным-давно. Стоит 18,50 что ли. И я такой прайс-форшлаг еще сделал. Ну, то есть свою цену предложил ему, не знаю какую. Он ее отклонил и выставил 17. А я предложил, так иногда бывает, что когда уже слишком мне этой темы, я немножко отодвигаюсь от нее, абстрагируюсь. И я и забыл, и сейчас я зашел, типа, время его предложения закончилось. Причем время было 90 дней, ни хрена себе, это когда я вообще было все 3 месяца назад. В общем, за 17 евро я не купил, вот все еще там, никому эта Алиса не нужна, кроме меня. В общем, я купил сегодня. Все-таки на работе дали премию, так почему бы себя не побаловать. Вот состоит из 3 пластинок, группа Алиса, Энергия, самый первый их альбом, потом 6-й Лесничий и Блок Ада. Прямо, блин, вообще, не знаю, еще бы сюда шабаш, еще бы вот пару четких их альбомов добавить, и я был бы счастлив.
В общем, вместе с доставкой это там 24,50. Короче, по 8 евро пластинка. Ну, нормально. Блин, вот к слову, разница между блошиным рынком и eBay, интернетом, это то, что ты в eBay купишь дешевле, в лучшем состоянии, а на Фломарте это всегда втридорого, хер знает в каком затертом состоянии. Ну, вот по месту, блин. Вот это вот, ну, в этом вайб какой-то вот. Типа вот на месте выбрать, купить, посмотреть, прийти послушать. В этом есть своя изюминка. Ну вот заказал, купил, оплатил, жду. Кайф, конечно. 24 евро за 3 пластинки. Блин, я на Фломарте за 20 не купишь одну. Это будет всегда 25, ну, короче, между 20 и 35. И это будет что-то такое, что тебе и особо-то и не надо. Ну, вот раз ты приехал, то вот как же с пустыми руками возвращаться? Еще купил, вот еще понял для себя, что Сепультура, прямо это вот моя группа, прям. Вот если меня спросят, что тебе из металла, прямо вот твое, вот мне чисто вот откликается. Это вот Сепультура, Power Trip, Оранжевый Гоблин немножко. Ну вот Сепультура, наверное, самое вообще, что вот я прямо кайфую. Вот там немножко этническое еще у них такие нотки прямо мне нравятся. Не знаю почему, но как-то во мне резонирует прямо хорошо Сепультура. И у меня уже есть компактов, не знаю сколько, 6, 7, 8. Но у них альбомов реально много, штук 20. Я такой засел, посмотрел в интернете, в eBay, купил еще один за 4,20. И на остальные поставил свой ангибот, свой гибот. Или ангибот. Нет, гибот, наверное. Типа они сейчас по евро, но они на аукционе стоят. Когда закончится, тогда закончится. Посмотрим, может еще будет пару Сепультуры, Foo Fighters. Тоже вот если вот хард-рок какой-то брать, типа альтернатива, смесь хард-рока с альтернативой, то Foo Fighters это прямо тоже мне очень-очень нравится. У меня их не всего один компакт, и я хотел бы их иметь побольше у себя в коллекции. Заказал, купил один диск Foo Fighters. Ну вот пока что вот так вот, как все придет, расскажу подробнее. Ну, конечно же, сделаю распаковку, это же влог, тут можно всякую херню, блин, распаковывать, гантели тягать, на велосипеде ездить. Кайф! И никто тебе не скажет, блин, что ты, блядь, кто это будет смотреть, блядь, 10 секунд, даже никто не выдержит. Похрену, это же влог, друзья, расслабьтесь. Такой прямо туннель под железнодорожными путями. И там уже тайник. Я, наверное, сейчас заеду быстро, найду тайник и поеду еще пару километров дальше. Может, чтобы в сумме 60 километров получилось. Это что-то как-то маловато мне. Ну, тут уже сколько? 800 метров до тайника. А, вон там какая-то деревушка вижу. Шпиль церкви. Блин, вот как немцы? Почему у них все так аккуратно? И вот это какая-то головоломка, загадка, которую я не могу понять. Мне кажется, это связано с тем, что они всегда всем недовольны. Они какие-то перфекционисты. Они ворчат и бурчат, потому что они всегда, что, у них не самооценка какая-то заниженная, и они ее таким образом поднимают. Ну, знаете, как это психология людей. Вот у меня, например, такая фигня, что я фанат какой-то безумной чистоты. Вот чтобы все лежало, чтобы все было чисто. Вот это каждый день пылесосить, чтобы все расставлять параллельно, перпендикулярно. Вот это все вот мое. Вот это все дает мне большей, что ли, уверенности, дает мне больше
контроля над жизнью, типа, мне кажется, так. Здесь все лежит параллельно, значит, у меня все в жизни хорошо, все под контролем. Но это не нервотики, вот у них такая фигня, история такая. То есть, значит, можно расслабиться. И, разумеется, всю эту цепочку мыслей я не думаю, это уже все на автомате. Это я просто сам себе такой диагноз поставил. И я даже не знаю, или это действительно так. Это я сам себе придумал, почему это так. Вот, у меня должно быть идеально все сложено в шкафу. Но я думал, что это у меня идеально. Вот у Иры так. А вы знаете, что это в этом саду? А сюда вообще заезжать можно? И, кстати, здесь был уже когда-то. В этом саду, по-моему. Так вот у Иры, если мне казалось, что все должно быть идеально, то Ира меня в этом плане еще больше переплюнула. Ну, короче, как-то дополняю. Иной раз она такая раз чашку там из-под кофе оставит на столе. Я такой, как? Другой раз я там где-то носок оставлю неправильно, не параллельно другому. В общем, мы два сапога пара, я вам скажу. Нервотики такие, нервостенники. Ну, блин, мне нравится. Смотрите, здесь какая, ух ты, какое место интересное. Я здесь был, вот уже, смотри, здесь такая вот прямо, смотрите, беседка такая, скамейки такие вот, беседка, или сколько, 100, 200, это она сделана так добротно прямо. Ну, то есть, надо понимать, да, зачем ее такую делать, прямо со стеклами, то есть, что в ней можно просто жить фактически. Еще дверь поставь и живи там. Так, я не знаю. Я здесь хожу, это явно чьи-то владения, судя по этим всем вот лоснящимся вон там яблокам, которые, наверное, сейчас попробую. Но как будто тайник здесь. Смотрите на эти сливы. Не, это не сливы. Это такие яблочки, знаете. Посмотрите прямо. По-моему, это надо сфотографировать. Или... Хотя на фотографиях ничего этого видно не будет. Hello. Так, друзья, происходит какая-то фигня. Я этот тайник уже находил. Я приехал в это место, я его узнал. И я здесь находил уже тайник в том году. И по идее он должен быть отмеченным уже, что он мною найден. И вот он находился тот, по крайней мере, прошлогодний, вот под этим мостом с той стороны. Ничего не пойму. Что за нафиг? То есть там стоит, что магнетиш, то есть он магнитный, и это стопудово этот, который я уже находил. Они меня что, тут еще люди из зеваки ходят, они меня уже вычеркнули, что ли? То есть то, что я уже нашел. Или что это такое? Вот здесь вот он был где-то. Магнетиш. Вон он, ну вот это он. Я в том году уже находил, что нафиг. Так, ну пойдет, алло. Так, где он тут раньше лежал, я его достал. И уже не помню откуда. Ну, короче, где-то здесь. Не знаю, что это за прикол. Но факт в том, что я уже этот тайник находил. И что они меня вычеркнули или что? Почему заново я его должен находить, по идее? Или я забыл тогда поставить отметку, что я его нашел? Ну, короче, будет, я, наверное, тогда забыл поставить отметку. Будет 192-й геотайник. Сегодня у нас, не буду говорить, какое число. Но скажу только
что конец сентября, начало октября. Проехал я до сюда 22,5 километра, вообще очень мало, поэтому поеду я еще дальше, хотя времени остается в обрез. Я обещал Ирусе, что буду в час дня дома, остается 1,5 часа. Ну, если я приеду в 1:30, ничего страшного. Правильно? Так, пакуем обратно. Это странный тайник. Это места здесь красивейшие просто. Здесь какой-то сад, там я почитал в описании к этому тайнику. Он там с 18 века. Церковь там тут вот в деревне 1860 года. Вон там. Но я тут уже был как бы и в церкви. В церковь заезжать сейчас, не знаю, есть смысл, нет. Вот, обратно. Ну, давайте поедем, посмотрим, что там в церкви. Там какие-то настенные вроде бы картины интересные, заслуживающие внимания в этой церкви. Посмотрим. Ну, как пахнут эти розы. Вот этот вот парк здесь такой вот типа. Надо понимать, что это просто деревня. Это, видимо, когда-то какой-то помещик здесь жил, и вот он разбил парк, построил церковь и садовые плантации там сделал. Он, кстати, улей. Смотрите, такого вот еще не видел. Улей, вон пчелы прямо в домике у них. Свой домик вон. Улей в домике. Прикольно. Офигеть. Красиво, уютно. Ну, блин, это просто деревня. И здесь люди всегда, эти посетители. Как они узнают, видимо, это место есть где-то в рекомендациях там каких-то гугловских. Так, здесь посидеть, здесь кафешка есть. Вон, сидеть, кофейку попить. Самое то было бы, я вам скажу. Очень умиротворяюще здесь. Там вон наверху прямо такой шпиль интересный. Наверное, какой-то новодел. Видите? Угу. Да, блин, я был так вообще не так давно. Полгода назад, наверное, еще здесь снимал там старые, возле сейчас будут возле церкви старые плиты, такие захоронения старинные. Колокол-то это я не помню, правда, на земле. Интересно. Интересно. Тут работы какие-то ведут, смотрите. Что раскапывают. А, вон там еще 2 висят. Посмотрите, вот они копают, и все вот в таких вот валунах. Здесь вся земля вот такая, вот в валунах таких. Так, мне кажется, вот тут точно надо сфотографироваться. Как здесь разместить велосипед. Вон реставрация какая-то идет. Не знаю, закрыто, открыто сейчас. Да, я уже на новом велосипеде сюда приезжал. На этом велосипеде. Закрыто. Офигеть. Тут реально старинная дверь. Тут замок уже он прям проржавел. Наверное, есть другая дверь еще. Hallo. Вот эти вот захоронения старинные, видите? С этим плитом. Сколько лет вообще? 1804 год. Офигеть. Видите? Видите? Там даже вон 1747 год.
10 апреля 1747, офигеть. Ну вот я столько уже всяких видео снял, что вот моих видео что найти. Хотя я точно помню, что я все это снимал уже. Это довольно-таки старинные. Людей здесь дофига, блин. Прямо я привлекаю внимание своей камерой. Какой год здесь стоит. Надо пофотографировать еще. Смотрите. Девчушка, он тренирует лошадей. Я, короче, закинул в чат GPT фотку одной могильной плиты. Вот что он мне выдал. Так. Значит, так. Здесь покоится тело блаженной госпожи Анны Елизаветы Бухгольц. То есть их раньше у немцев и отчества были, что ли? Урожденные Брунц, супруги пенсионария Бухгольца из Старкова. Она родилась 10 апреля 1747 года, прикиньте, 17 век. И скончалась 1 мая 1804 года на 57 году своей жизни, оплакиваема своим супругом и своими 4 детьми. Офигеть, 17 век. Не знаю, вам видно, нет? Как она тренирует. Прикольно. Так, она сейчас должна сесть. Вообще-то на этом месте мне надо было сделать фотографию. Все, они сейчас там общаются, походу. Короче. Людей здесь прямо все. Самый подозрительный. Мне кажется, на мне шапка горит. Потому что я лазю под всякими там под мостами, потом фотографирую всех. И все. Все такие, что за тип подозрительный. Все, народ, поехал я. Я не знаю, в сторону дома, наверное. Что-то время поджимает. Что-то я прогнал насчет Foo Fighters и стиля музыки Foo Fighters. Какая-то альтернатива, какое-то хард-рок. Это гранж. Это типа продолжение Нирваны. Это тоже нет. Интересно. Неожиданно переезд закрыт. Это кто здесь в этих полях ездит? Ну вот, блин. Здесь все не так, как у нас. У нас там, блин, если в лесу какая-то будет там колея, или где-то там, не знаю, вдали от цивилизации, то стопудово она будет заброшенная, никому не нужная. А тут все так компактно, ты будешь где-то ехать в лесу, и вдруг откуда ни возьмись будет ехать поезд. То есть это все рабочее, действующее всегда. Не стал я ждать поезда. Потому что здесь переезды закрываются за 10 минут, блин, ну нафиг. Ну за 5 точно. Это каждое утро, вот у меня такая история. Я же езжу на поезде на работу. И у меня станция в 7-5 минутах ходьбы от дома. Железнодорожная станция. И вот смысл мне выходить заранее, там, не знаю, за 20 минут. То есть утром каждая минута на счету. То есть надо собраться, помыться. Каждая минута, реально. И еще выходить за 10 минут до прибытия поезда. Короче, я вот иду, не идти 5 минут. И вот переезд закрывается уже за 5 минут до приезда поезда. А мне всего идти 5 минут. То есть я, когда уже выхожу из дома, уже фактически переезд закрыт.
И я всегда каждый день хожу по шлагбауму. Это неправильно, ну блин, у меня нет вообще желания просыпаться еще на полчаса раньше, только чтобы, блин, прийти до того, как шлагбаум опустится. Фигня какая-то. Распаковка, друзья. Велораспаковка. Сегодня мне пришла посылочка из онлайн-магазина Bike24, Bike24. И у меня по этому поводу есть две мысли. Первое, что на хобби велосипед сколько ни покупай вещей, сколько ни трать денег, все равно ты будешь ездить, тебе будет либо жарко, либо холодно, либо неудобно, либо что-то будет клацать, либо что-то будет тереть. Короче, сколько чего не покупай, всегда будет недостаточно, всегда чего-то будет не хватать. И второе, я понял, что мне не хватает просто обычных ветровок. То есть я уже накупил дождевиков, всяких штанов, зимних, летних, шорт, с памперсами, без, чего только не купил. А ветровок нет. Последний раз я прямо ездил, и последний раз поездка на прошлые выходные я ехал, и капец, погода такая переменчивая, то дождь, то солнце, то дождь, то солнце. И ты берешь куртку с собой и весь мокрый. Под курткой просто весь мокрый, потому что она не дышит, ты потеешь под ней, а снимаешь куртку и ты мерзнешь. А так как ты уже мокрый и ты мерзнешь, и так заболеть просто на раз. И мне прям, я психанул и сейчас заказал 2 ветровки, сейчас будем мерить, посмотрим. Основная была мое требование к ветровкам, чтобы они, это уже какая-то толстоватая ветровка, чтобы они были маленькие, чтобы их цак вытащил, быстро одел, когда быстро сменилась погода, и чтобы они дышали. Понятно, что за такие небольшие деньги что-то действительно дышащее ты не купишь. Ну вот эта фирма, я не знаю, как правильно читается, Вадуе, Вауди. Типа она считается дорого-богато. Вот. Было написано, что Atmos актив. Я, конечно, очень сомневаюсь, хотя вот этот ткань, скорее всего, дышит вот через вот эту, да. Вот такая вот ветровка. Заказал XL. Что-то я уже на XL перешел, хотя до этого всегда L покупал. Ну вот это прямо, да. Прямо да. Причем она везде вроде нормальная, а вот здесь вот как-то притык. Ну такая ветровка, просто ветровка. Блин, она и вот немного в плечах как-то. А уже 2XL как-то уже многовато. Ну вот такая вот, друзья, ветровочка. Ну прикольно, что скажешь? Ладно, сейчас я быстро померю вторую, потом мы посмотрим на видео. Ну и я посмотрю в зеркало еще, как они выглядят. Что-то она, это XL, что-то она как-то в натяжечку на меня. А 2XL стопудово будет уже большевато. Так, мерил нету, но это какая-то вот побольше, потяжелее, посерьезнее. Я такого особо не хотел, мне надо именно тонкая, не дождевик, а ветровка. Посмотрим, если прямо не зайдет. Так, собственно говоря, распаковка. Вот она была распаковка в этой коробке. Я саму распаковку-то не снял. Это тоже от этой фирмы. Тоже такого плана, только более посерьезнее и с капюшоном. Давайте замерим. Вот это мне нравится. О, и сидит она получше. Он побольше размером. Вот, блин, одна и та же фирма, один и тот же размер, XL. Это сидит хорошо, да? Ну, вот это я, пожалуй, оставлю прямо. Она прям хорошо сидит. Все, друзья, это была велораспаковка ветровок. Или как я сказал? Как я сначала сказал? Дождевик.
А есть ветровик. В общем, курток ветровки. Это и есть ветровка. Распаковка ветровок. Вот эту я себе оставлю, вот эту отправлю обратно. Вот ее быстро снимать, тут стало жарко. Если вообще прямо стало жарко, ты снял. Насколько она большая, на сумку, например, подрамленную сумку влезет. В принципе, ее можно туда вот так вот в кулечек, это все. Вот такой сверток получится. Непонятно, что аккуратнее сложить. Вот так вот. И подрамленную сумку. И вот это осталось. Все, погнали.